Я жил в доме одного миллионера. И наша нелюбовь случилась, наверное, с первого взгляда. Если попросить меня описать его в двух словах, то, думаю, особенно в детстве я бы сказал, ну, это быдло мужик. А ему для описания меня будет достаточно и одного слова «пидорас». И чтобы вы понимали немножко больше контекста об этом человеке, он любит верить в какие-то невероятные конспирологические теории. Например, то, что жена Макрона– это мужчина и так далее. Ну, может и так, может и нет, вообще какая разница. Кто там, зачем думать об этом всем? А когда он выражает мнение о том, кто ему условно не нравится, если это мнение материализовать в ведрах с фекалием, я думаю, что этот человек оказался бы, как говорится, по уши в говне. И в каких-то бытовых вопросах, когда он обращается, это звучит довольно грубо. Ну, например, так: «Эй, ты там, Педик, принеси мне чего-то». Но при этом, когда я встречаю этого человека в контексте общения с другими людьми, он очень приветлив и очень дружелюбен, у него довольно хорошая коммуникация. К тому же он еще из, я бы сказал, из довольно благородной и обеспеченной семьи. Эти люди занимали очень интересные позиции в жизни. Но когда я обращался к нему по своим запросам, он мне всегда помогал. Понятное дело, это было на коммерческих условиях. Эти коммерческие условия были выгодны и ему, и мне, но он мне помогал. И даже самое забавное, он регулярно ставил реакции на мой контент, который я создаю. То есть, с одной стороны, вот есть такое грубое обрамление, но с другой стороны, когда речь заходит о деле, это дело вполне себе реализуется. И я задался вопросом и начал анализировать. Подумал, как мне можно было бы расположить этого человека из условно неприятия и какого-то странного эмоционального восприятия меня в более положительное. Я подумал, что если я это сделаю, то следующий уровень моих коммуникативных навыков будет, наверное, уже общение с террористами какими-то и переговоры с ними. Первым делом, что я сделал, я просто закрыл рот и начал слушать то, что говорит человек и как он транслирует информацию, какими вещами он делится. И тогда до меня дошла моя первая гениальная истина. Прежде чем я поделюсь этой истиной, поделюсь другой истиной. Меня позабавило, что этот человек живет в контексте, в котором, наверное, хотели бы жить большое количество из нас. Огромный дом на берегу моря, прекрасный вид, бассейн и так далее. Но самое забавное, что он проводил свое время практически весь день в каморке 3 на 3 метра перед компьютером. И тут я задался вопросом, зачем тебе столько благ, и зачем тебе этот прекрасный дом, море и так далее, если ты этим не пользуешься. И тогда ко мне пришла вот это мое это гениальное сознание в том, что а какая тебе, дорогой Антон, к черту разница? Занимайся своей жизнью, и вместо того, чтобы тратить время на обмысливание этих идей, займись тем, чтобы потратить освободившуюся энергию на реализацию своих проектов. Меня, конечно, эта идея очень позабавила. Мне кажется, это самое практическое применение хороших выводов. И мое второе сознание, оно, кстати, в той или иной степени связано с первым. Когда я начал свое наблюдение и анализ, я, как уже сказал, первое дело, что я сделал, это я закрыл рот и начал просто слушать, что же транслирует человек. И до меня дошло, что то, как он обрамляет свои мысли, особенно в кругу людей, вхожих в его дом, вот в этой упрощенной, назовем это так, манере, это на самом деле способ такой демонстрации близости. То есть, когда условно человек настолько расслабляется, он может позволить себе все, что угодно, и он говорит так, как ему легко говорится. Вопрос не в том, почему, а вопрос в том, что какая суть стоит за этим обрамлением. И я для себя открыл как раз-таки идею, что это такая, скажем, форма близости, форма доверия, когда человек может спокойно говорить в том стиле, к которому он привык. При этом очень важно отметить то, что когда я попросил не использовать в отношении меня слово «пидорас», он прям буквально с первого раза перестал это делать. И меня
в целом использовать это слово. Меня это тоже, так скажем, немножко в положительном ключе позабавило. Так вот, мой следующий вывод, к которому я пришел, в нашей жизни огромное количество коммуникации — это просто стилистическое оформление. Можно сказать одну и ту же мысль очень разными способами. Ну, например, «Ах, голубушка, ну что ж ты так сглупила?» Или «Блядь, ну ты тупая». И то, и другое сообщает нам о том, что в данном контексте произошло какое-то недопонимание. И суть этого обращения в том, чтобы попытаться разрешить это недопонимание. А стилистика, то, как человек это доносит, ну, понятное дело, если вы можете сразу быстро отказаться и вас ничего не интересует в общении с этим человеком, вы можете отказаться и не заморачиваться. Но если у вас есть проблематика необходимости взаимодействия с этим человеком, то нужно понять, что это стиль. Вот кому-то нравится ходить в джинсах, а кто-то посмотрит на то, во что сегодня одет я, а то эти какие-то гигантские странные стрёмные очки, скажет, какое-то уродство. И ситуация в том, что не в том, чтобы потратить свое время на осуждение стилистики того или иного человека. Скорее, оказавшись в каком-то в какой-то новой атмосфере, вы можете взглянуть на нее и сказать: «О, ну, мне это подходит, этот опыт, мне интересно пережить, условно, этот стиль, я вполне себе готов или готова на себя попробовать». Или «Ой, нет, это не мой стиль, я даже видеть это не хочу». В современном мире, условно, кого-то или что-то заблокировать довольно просто. Так вот, когда я понял, что то, как человек говорит, в большинстве, учитывая то, что на уровне предметности и на уровне каких-то непосредственных активностей у нас все хорошо получалось, то, как человек говорит, каждый имеет право говорить так, как он чувствует, ему это хорошо. И при этом каждый имеет право выбрать, продолжать ему с кем-то взаимодействовать или не продолжать с кем-то взаимодействовать. И в моем случае, когда я сравнил его стилистику речи со своей одеждой, со своим стилем, этими образами, этими дизайнами, которыми я создаю, это приблизительно одно и то же. Просто дело вкуса. Мне это нравится, я это делаю, кому-то это не нравится, я не предлагаю ничего с этим делать. И на этом все. Но когда дело доходит до дела, то здесь уже можно не думать о стилистике, забросить вот эту вот всю ерунду, мишуру на какой-то второй, третий, пятый план и оставить свое внимание на сути, на деле, в котором вы взаимодействуете. Например, у меня были переговоры с людьми, которым очень важно было продемонстрировать, какие они важные. И раньше я бы очень сильно задумался и на каком-то эмоциональном уровне начал бы вести себя так, что ну вообще-то я здесь важный. Если мы важны я, а вы вообще кто такие, где здесь такая ваша эта важность? Это был бы наверное, моя первичная простая реакция. Но вместо этого я говорю: о, да, вы так важны. Ну, действительно, они важны. Ведь то, над чем мы вместе работаем, это наш совместный труд. И без них у нас не получится никакого результата. То есть важность, в принципе, очевидна. Если людям важно сказать о том, что или услышать о том, что их вливание какое-то невероятное, господи, это самое простое, что требуется от меня, сказать, насколько важно их вливание. И в целом в жизни это открывает столько интересных возможностей, когда мы перестаем обращать внимание на мишуру, на стилистику, давая возможность каждому из участников коммуникации выразить вот эту свою стилистику и жить в этой своей стилистике, потому что каждый имеет на это право. Но с фокусировкой на сути и с концентрацией внимания на том, что действительно важно, мы можем вполне себе прийти к нужным результатам. И, кстати, в политике сейчас очень интересно происходит вещи, когда, ну, например, какой-то известный президент какой-то известной страны любит, чтобы к нему обращались определенным образом. Господи, если самое сложное, что нужно сделать, это сказать, какой ты великий и невероятный, и после этого получить то, что тебе нужно, ты можешь сказать: Господи, какой ты великий и невероятный, ну и дальше забрать все то, что тебе нужно. Так вот, сегодня коллагенчик за то, чтобы наша способность и наше зрение в корень, а зрить нужно в корень, никогда нас не подводило.